Привет! В этом видео мы сделаем 7 тестов DJI Avata. Никакого нашего мнения, только факты, вы все увидите своими глазами. Первый тест, который я хочу сделать, это тест дальности с motion контроллером прямо в городе. Когда я буду делать этот тест, я сделаю еще несколько дополнительных тестов. Это тест времени полета. Мы проверим, насколько шумно DJI Avata в городе. Посмотрим, я отлечу на какое-то расстояние и посмотрим, слышу я его, либо я его не слышу. Также мы сделаем видео с камеры нашего дрона и поместим все эти видеоматериалы на Google Диск. Ссылку прикрепим в описании к нашему ролику. Вы можете зайти и посмотреть материалы самостоятельно, насколько камера для вас вообще хорошо снимает, либо плохо. Так, я включаю наш дрон. По поводу очков. В прошлом ролике вы в комментариях писали, что давит на нос. Кто-то вообще говорил, что в других обзорах говорят об этом очень часто. Так вот, мне повезло с носом, он у меня маленький, но очки передавливают мне лоб, и он у меня становится красный. Вот. А еще это может быть потому что я вот эту шлейку, ее располагаю чуть выше, и нос мне вообще не давит. Итак, подключили наш дрон. Я нажал кнопку записи видео, это и будет наш таймер. Посмотрим, как долго DJI Avata летает в режиме Normal и Sport. Так. Ладно, полетели сразу. Что он не поднялся из-за большого ветра. Его достаточно сильно кренит. Это из-за ветра. Итак, высота 40 метров, дистанция 80 метров. Я все равно Авату слышу. Дистанция 100 метров, 70 метров высота, все равно его слышу. Вот даже на 100 метрах его немного слышно. Ну что, полетели. И сделаем тест скорости максимальной. В Normal я лечу 30 км в час. Включил спорт 35 км. Он должен разгоняться в спорте около 50 км в час. Давайте чуть ниже, чтобы тест был объективным. Дрон кренит из-за высокого ветра. Давайте пока остановимся. Время у нас точно есть. Я включу в настройках. Наверное, не получится включить. Будет немного такое заваленное видео, наверное. Так, давайте я нажму кнопку запись, отключу кнопку записи. Дрон будет висеть в воздухе, чтобы вам видео показывалось ровным. Я включу стабилизацию, Rocksteady хотя бы, чтобы не было никаких вибраций. Нажимаю кнопку записи, полетели. Ну что, мы пробили 600 метров, связь пока что идеальная, все хорошо. Конечно, сегодня сильный ветер. Авата весит 410 грамм, и ему сложно справляться с ветром. Ух, его колбасит, конечно, жестко от ветра. Мы пролетели вот уже почти километр. Да, связь уже начинает педалить. Я немножко поднял пульт управления, чтобы ловило сигнал лучше. Все, короче. Дальше лететь невозможно. Давайте зафиналим 1200 метров, 1188 метров. Связь уже начинает сыпаться, и в таком формате снимать уже очень сложно. Вот мы слетали на 1188 метров. Мы потратили на это около 20% заряда аккумулятора и лечу обратно. Максимальная скорость, вот, наверное, по ветру летим, около 50 км в час, как я и говорил ранее. 3 результата, о которых я хочу сказать. Дрон на расстоянии 120 метров и высота 100 метров. В городе его почти уже не слышно. Максимальное расстояние, на которое нам удалось улететь в городе, 1188 метров. Можно было пролететь чуть дальше, но там уже очень сильные помехи, и при такой передаче видео снимать очень сложно. Поэтому я думаю, что это будет объективно. 1000-1200 метров в городе Авата летает. Время полета. Ветер сильный, жесткие условия. Потом мы вместе, в общем, сложим, потому что я отключал запись экрана, запись видео. Посмотрим. О, птицы. Залетим за здание, чтобы показать, как ловит сигнал. Но пока что так. Связь пропала, и мне очень страшно. Пожалуйста, вернись домой. Автовозврат. О, интересно, что-то произошло, потому что он прямо над крышей почему-то завис. Ну ладно, летаем дальше. Потом на видео все увидим. Да, трясет его знатно, конечно, мы уже говорили об этом в других роликах, но сейчас очень сильный ветер. Да и вообще, в принципе, этот дрон предназначен для чего? Для того, чтобы летать на низкой высоте рядом с какими-то препятствиями. Что пролетим снизу. О, прикольный, кстати, кадр должен получиться. Все зависит от посторонних шумов. Если вы находитесь в городе и реально ездят машины, не знаю, там говорят люди, общаются, еще какие-то посторонние шумы, конечно, Авату будет слышно например, на расстоянии 100-120 метров по высоте и дальности.
Если вы будете в поле, конечно, его будет слышно и на расстоянии 300 метров, мне кажется. Но мы сейчас поедем еще в поле и протестируем. Итак, низкий заряд аккумулятора, 27%, стоит автовозврат. Я сейчас нажму на паузу, и он отменит автовозврат, и мы полетаем дальше. У меня по таймеру показывает 8 минут, мы полетали. Но мы до этого еще минуты полторы, наверное, пока взлетали, пока то, пока сё. Но около 10 минут мы должны будем летать. Пишет, что осталась 1 минута 19 секунд. При 10% он должен пойти на снижение самостоятельно, наверное, как и мини 3. Вот уже 10%. Да, через 9 секунд он уже начнет снижаться автоматически. Он уже снижается или нет? Нет. Да, все, он начал садиться сам. Прикинь, я ничего не могу сделать. Блин, он сел на крышу. Он сел на крышу, твою мать. Мы посадили его на эту крышу. Подожди, алло, вернись. Подожди, он не взлетает. И что теперь делать? Как мы залезем? Подожди, так а как мы залезем на крышу? Короче, до 10% не разряжайте Аватон. Он просто начал снижаться. Если в мини 3 я еще мог как-то управлять, то Аваты уже все. Так я сел на вот эту крышу, не сюда. Как мы будем искать? Слушай, ну хорошо, что там еще была земля, они вообще... Вообще-то я высоты боюсь. Твою мать. Макс, мне страшно вообще. То есть ты хочешь, чтобы я полез, а ты нет? Рискую жизнью ради дрона. Я высоты боюсь, я потом не слезу, Макс. Я думаю, не стоит, но здесь очень странный пол. Нашел тебя, родной. Нашел. Слушай, отсюда вообще прикольно делать тесты на самом деле. Лови дрон. It was at this moment that he knew. He fucked up. Да мне страшно, я высоты боюсь, честно. Что не сделаешь ради дронов? Ради обзоров. Ну что, погнали? Нам туда. Ну все, хватит, я уже нервничаю. Нет, блин, погнали. Я надеюсь, администрация нашего торгового центра не смотрит наши видео, потому что, походу, туда лазить нельзя. Ладно, следующий тест. Мы сейчас запустим DJI Avata на высоту 200-300 метров. Выйдем в поле. И это будем делать в режиме акро. Потом отпустим управление, и наш дрон просто полетит вниз. А мы нажмем на кнопку паузы и посмотрим, стабилизируется он или нет. Фух, запыхался, простите, ребят. Но перед этим мы сделаем тест, как быстро заряжается аккумулятор, потому что мы высадили аккумулятор полностью в ноль. И мы вам покажем по факту, как быстро заряжается аккум. Смотрите дальше. DJI Avata зарядился за 1 час и 10 минут. Вы должны понимать, что если у вас есть блочок с быстрой зарядкой, то дрон зарядится, не дрон, а сам аккумулятор зарядится за 1 час и 10 минут. Если у вас блочок с медленной зарядкой до 17 Вт, то аккумулятор может заряжаться больше, то есть он зарядится у вас примерно за 1 час и 30 минут. Аккумулятор мы зарядили, и сейчас мы едем в поле делать тест дальности. В поле посмотрим, сколько улетит DJI Avata. А затем мы включим акро-режим, запустим наш дрон далеко, высоко и отправим его в воздушное пике. Проверим нашу кнопку паузы, что произойдет, что случится. Вот мы и в поле. Будем тестировать наш DJI Avata на дальность. Полетели. Протестируем, кстати, насколько его слышно. В поле-то, а? Интересно. Опа. Включу режим спорт сразу. Здесь у нас очень мало шумов внешних, посторонних. Я вот улетел на расстояние 140 метров, высота 100 метров. И дрон все равно слышно. Ну что ж, полетели. Слушай, 200 метров я его слышу. 300 метров его слышно. Ну ладно, 400 метров я его слышу. Ты его слышишь? 500 метров, вот это он шумный. Ну все, короче, высота 100 метров, 600 метров, дрон в поле. Все равно слышно. Ветер, конечно, сильный, меня прям клонит вот так вот. Ну вот, уже, короче, 750-800 метров, высота 100 метров, дрон в поле не слышно. Я, кстати, повернусь в ту сторону, куда мы полетели. Так, над какой-то водой летаем. Страшно. Слово «страшно» в этом видео я повторил раз 10 уже. Ладно, летим. 1800. Неплохо.
Ну все, начинаются немножко помехи. Я думаю, вам видно внизу именно видеолинк начинает немножко пропадать. А тем временем мы улетели на 2,5 километра. Начинает теряться сигнал. Поэтому за городом нам удалось улететь почти на 3 километра. 2700 метров. Я думаю, это хороший результат. Возвращаемся на нашу базу, потому что у нас осталось 66% заряда аккумулятора. А нам еще в Акро летать. А насколько нам удалось улететь? 2700 почти. 2700. 2700 метров DJI Avata улетел за городом. Погнали его подзарядим, у нас один аккумулятор, запустим в Акро и проверим паузу. И снимает английское. Ну что, давайте сейчас запустим DJI Avata вверх на высоту метров 200-250. Я включу Manual, попробую сделать так, чтобы он просто начал падать самостоятельно. И я нажму на кнопку паузы, посмотрим, что случится. Полетели. Мы выбрали вот это поле. Все, ручное управление. Оп. Оп. О, стабилизировался. Что-то его кренит жестко. Так, подожди, братан. Давай еще раз. Manual. Так. Паузу. На 170 метрах. Все отлично. Да все легко вообще прям. Давай погоняю в Manual. Блин, надо было повыше подняться, может 150 метров. О! Вот это было стрёмно. Где он? Смотри, у нас тут еще много маленьких квадрокоптеров. Он прям вот так вот начал падать. Я нажал на кнопку паузы, и он остановился. Кнопка паузы работает. У нас осталось мало заряда аккумулятора. Короче, сажаем. Тест, я думаю, удался. Слушай, ну уже в других режимах неинтересно летать прям. 25%. Хочешь погонять? На. Все? Все, он садится. Сам? Ну сейчас начнем. Ты концовка, давай я, потому что будет, наверное. Надеюсь, вам понравился. Блин, нет, как лучше? Я надеюсь, спасибо. Какие еще тесты с DJI Avata вы хотели бы увидеть? Пишите в комментарии, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Будет еще куча видео о DJI Avata. Спасибо за ваш просмотр. Пока. Нормально? Супер. Да, я тебе тут пролетела, а? Бля, везде. Красота. Не, вообще прикольно было. На перебивке может пойдет. Не, прикольно, что, знаешь, типа, в моменте, когда ты начинаешь что-то там туда-сюда делать, прикольно.